Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня мы продолжим наш увлекательный разговор о творчестве королевы английского детектива, прекрасной, замечательной Агаты Кристи. В прошлом видео, ссылку на него вы найдете в описании к данному ролику, мы пытались разгадать секрет невероятной популярности книг Агаты. Несмотря на множество достоинств ее произведений, вечная популярность ее книг все же наталкивает на мысль, что Агата каким-то образом умеет приворожить читателя. Давайте же сегодня порефлексируем насчет того, возможно ли это в принципе, можно ли разложить творчество на составляющие и статистически вывести формулу успеха. Хорхе Луис Борхес говорил, что искусство есть огонь плюс алгебра. И да, писательский талант — это, конечно же, не только технический расчет, не только литературное уравнение. Есть магия, магия творческого потока, творческого транса, которая часто невероятным способом подсказывает талантливому писателю ту самую идеальную схему, идеальную техническую канву истории. И да, в этом смысле писательство — это действительно ремесло, но ремесло чудесное, в котором творческий, технический, алгебраический компонент неотделим от творческого огня. И писательские дневники Агаты Кристи как раз-таки опровергают теорию о том, что она правила свои тексты как некую схему, как некое литературное уравнение. Она писала свои тексты большими отрывками, как будто бы находясь в состоянии некого потока, некого транса. Это так же, как со стихами. Они случаются как стихия, и уже после в них обнаруживается определенный технический компонент, определенная канва, которая превращает внутренний творческий посыл в ограненный камень. И да, магия литературного таланта не измеряется простыми лексическими единицами, повторением определенных слов или упрощением языка. Там совсем другая магия, магия иного порядка. Ведь чтобы алхимия свершилась, требуется талант, призвание, тот самый метафизический огонь, о котором говорил Борхес. И я считаю, что взломать код творчества математическими методами или вообще какими-либо иными в принципе невозможно. Поэтому разложение истории на слагаемые нельзя называть взломом кода творчества, слишком амбициозное заявление, я считаю. И тем не менее, физиология, анатомия истории позволяет глубже понять писательство как ремесло, если мы помним о том, что ремесло — это лишь часть уравнения. Итак, оставим на время Богу Богова и попробуем все-таки сосредоточиться на литературной алгебре Агаты Кристи. Для начала обратимся к нейролингвистике. Наша речь, как и речь любого языка, основана на звукоподражании. Люди называли объекты явления так, как слышали. Например, хрюшка, кукушка, дребезг. Первоначальный язык на 99% состоял из подобных слов, и это позволяло представителям даже разных племен понимать друг друга. Сегодня большинство из этих слов существуют в скрытой, неявной форме, и тем не менее стоит лишь вслушаться в их звучание, как все сомнения в их происхождении отпадают напрочь. Какие еще ассоциации могут вызывать такие слова, как рокот, рев, писк, шум, гул, тишь, шепот, шелест? Такие ассоциации проявляются не столько на сознательном, сколько на подсознательном уровне, и как бы ни отличались слова в разных языках, они все же основаны на звукоподражании. И еще в середине 70-х годов прошлого века Александр Журавлев, советский лингвист, доктор филологических наук, доказал, что звуки не только несут информацию, но и непосредственно влияют на настроение, состояние человека. В это легко поверить,
хотя бы вспомнив о том, как на нас влияет музыка, которая, казалось бы, не несет вообще никакой информации. И Рональд Капфифер утверждает, что своей популярностью произведения Агаты Кристи обязаны разбросанным по ее текстам словам-триггерам, тем самым словам, основанным на звукоподражании, которые вызывают в нас определенные эмоции, положительные эмоции, да, у читателя. Это слова самые простые, домашние, например, девочка, милый, улыбнулась, пятнышки, малышка, малютка. Ученые-нейролингвисты часто называют подобные слова словами-опиатами. В попытках ответить на вопрос вечной популярности Агаты Кристи в 2005 году был снят фильм «Код Агаты Кристи». Опять-таки нейролингвисты, психологи проанализировали внушительный массив текстов Агаты Кристи и выявили определенные закономерности использования слов. Интересные результаты. Специалисты НЛП отмечают повторение слов-триггеров. Например, такое слово, как «интерес», и его производные на буквально одной странице встречается до 20 раз. И таким образом слово, как некий код, проникает в подсознание и воздействует на читателя, вызывает определенные эмоции. Еще психологи попытались разделить ее тексты на некие фрагменты и заметили, что в каждом из них она как будто бы по кругу обращается к определенному аспекту внимания человека. Например, в одном к памяти, во втором к интересу, а в третьем к загадке. Таким образом, читатель переходит к чтению следующего фрагмента, лишь плотно, четко усвоив предыдущий текст, определенным образом испытав определенные эмоции. А вот доктор Пернила Даниэлсон утверждает, что секрет писательницы в использовании очень простого языка. Она говорит с нами общеупотребительными словами, простым текстом, не испытывает читателя незнакомым ему словарным запасом, не подражает Шекспиру. Например, если сравнить ее тексты даже с тем же Артуром Конан Дойлом, мы видим, что у нее практически не встречаются такие слова, как повторять, высказываться, отвечать, всегда сказать. А именно это слово – это то, что мы употребляем каждый день в устной речи. Еще она использует повторяющиеся однокоренные слова на относительно небольших фрагментах текста, таким образом как бы гипнотизируя читателя определенным шаблоном. Еще интересная вещь с описательными элементами. У Агаты Кристи описания встречаются лишь в самом начале произведений. Мы знаем, что описательные элементы влияют на скорость чтения и восприятия текста. Чем их больше, тем медленнее мы читаем и наоборот. И у Агаты описание в начале. Все идет плавно, медленно и убыстряется. И когда читатель жаждет следить за разгадкой, получить разгадку секрета, ничто, больше никакие описания не отвлекают его от чтения. Почему еще работают истории Агаты Кристи? Давайте посмотрим на них и на детектив в целом с точки зрения когнитивной психологии. Есть такая неплохая книга Лизы Крон «Как увлечь читателя с первой фразы, используя когнитивную психологию». Там она анализирует свойства истории, нарратива, которые жаждет получить наш мозг. История – это, в принципе, ключевой фактор эволюции, потому что она позволяет нам вообразить то, что с нами может случиться в будущем. Мозг запрограммирован откликаться на истории и получать от них удовольствие. Это такая уловка природы для привлечения внимания. Мы обращаемся к историям, чтобы научиться взаимодействовать с миром и получить те знания, которыми она с нами делится. Рассказы нас переносят туда, где мы еще не были, дают те знания на усвоение, на получение которых иначе могла бы понадобиться не одна жизнь. А детектив позволяет погрузиться в самую гущу опасных событий. А это как раз-таки то, чего жаждет наш мозг, потому что он хочет учиться. Страх, напряжение вызывают выброс адреналина, дают ощущение драйва, удовольствия, а книга позволяет делать этот страх безопасным. То есть мы получаем невероятно важный опыт, находясь в уютном кресле. И, конечно же, это очень-очень нравится нашему мозгу.
Еще первоначально истории были очень простыми, и они не очень-то отличались от той безделицы, которую мы нынче называем сплетнями. И тем не менее, уже тогда, в таком первобытном виде, они выполняли возложенную на них функцию, предупреждали слушателя о том, что вот эти вот красивые красные ягодки ядовиты, то есть передавали важную для выживания информацию. И у Агаты Кристи канва истории тоже очень проста, без излишних философствований, разглагольствований. Там всегда лишь нужный опыт очень простым языком. И простота это не делает историю менее ценной, а напротив, мозгу такие простые истории кажутся очень жизненными. И он любит те истории, которые кажутся не иллюзией, а воспринимаются как сама жизнь. А это именно то, что дает нам Агата Кристи. Еще история — это язык опыта. Истории других людей не менее важны, чем истории наши собственные. Было бы это иначе, мы никогда не встали бы с горшка. Но сегодня нашему мозгу нужен уже не опыт поведения в первобытном лесу, а опыт поведения в гораздо более коварной среде, обществе. И истории нам нужны как способ генеральной репетиции будущего, как способ познания стереотипов, которые позволят нам выжить в социальном смысле. И Агата Кристи как раз-таки дает нам этот опыт в очень качественном, прямолинейном, даже немножко наивном смысле. Например, видя, например, устами мисс Марпл весь метод, который это как раз-таки здравый смысл, жизненный опыт и наблюдение. И история Агаты Кристи, таким образом, это очень прямолинейный, хорошо прожеванный ответ мозгу на его запросы к истории без отклонений в ненужные усложнения, намеки или философствования. И в этом случае повествование действительно важнее красивого стиля. Здесь прослеживается хорошая параллель со сказками, которые тоже представляют собой квинтэссенцию жизненного опыта, которым необходимо делиться с другими. Читателям не терпится перенять этот опыт, понять, узнать, что же будет дальше, без отвлечения в красивые речевые обороты. И Агата Кристи не заставляет нас скучать. Поэтому с точки зрения когнитивной психологии истории Агаты Кристи просто идеальны. Они очень просты, они говорят о важном опыте и позволяют пережить безопасный страх, эмоции, не вставая с уютного дивана. Итак, сегодня мы рассмотрели произведения Агаты Кристи сквозь призму когнитивной психологии и компьютерной обработки естественного языка. Естественно, эта призма не раскрывает всех секретов великой Агаты, но позволяет одним глазком взглянуть на чудо алхимии, которое творится в ее волшебном котелке. До скорых встреч! Thank you.